Дорогие братья, как же я за вами соскучился. Сегодня утром я взглянул на календарь и с ужасом осознал, что уже почти как год прошел с того момента, как в наши родные края вторглись и началась война. Вооруженные боевики захватили здание городской администрации на востоке нашей страны. На территории восточных областей объявлено о создании народных республик. Надеюсь, вы присматриваете за мамой. Обязательно передавайте ей от меня привет. И надеюсь, что вы все так же с гордостью защищаете наш дом. И поэтому хочу сказать, что я вами очень горжусь. Со стороны ополченцев происходят жестокие расправы с теми, кто не согласен с их режимом. Президент пообещал восстановить контроль на востоке страны в течение 2 недель. Знали бы вы, как мне вас не хватает. Не проходит ни дня, чтобы я не думал о вас, чтобы я не вспоминал те мирные деньки, когда мы просто ходили рыбачить. Я уверен, я чувствую, что скоро все устаканится, все вернется на круги своя. А до того момента, прошу вас, умоляю, оставайтесь живы и ждите меня. С любовью, ваш младший брат Лука. Так что, какие планы на лето, чувак? Хочу работу найти. А как же та кофейня, в которую ты устроился? Свободная касса. У них там плановое сокращение. Так, ты, дорогой, уволен. Сам понимаешь. Да, чувак, это печально. Но ничего, где закрывается одна дверь, открывается другая. Выбьешь это на моем могильном камне. Так а что насчет уника, куда думаешь? Ты вообще, наверное, смеяться будешь, но меня посещают мысли пойти в армию. Чё? Ай, твою мать! Чувак, армия? Зачем по лицу-то? Тебе 18 лет, а ты уже в армию собрался? Ты мне в нос попал! Это же самое тупое решение, которое ты можешь сейчас принять. Черт! Ты же кровь! Чувак, прости. Знаешь, я почему-то не удивлен, что ты меня не понял. Чувак, ну вот объясни мне, пожалуйста, что я должен понять? Что ты хочешь провести свои лучшие годы сначала драя толчки, а потом умирая на фронте? Это мой долг. Долг умереть? Давай на чистоту, тут без обид, чувак. Ты не годишься в солдаты. Тебя хочется взять на руки, накормить, обнять и плакать. Твой нос даже удара меча не выдерживает. Я смотрю, сегодня ты просто ударил. Мои братья каждый день жертвуют всем, защищая нас. Пока я просто сижу здесь. Так в том-то и дело, что они это делают ради тебя, ради твоей безопасности. Я уверен, что они хотели бы, чтобы у тебя было достойное и нормальное образование. Петро, на нормальное и качественное образование денег у меня не хватит. А за пожалуйста меня никто никуда не возьмет. А как же твои льготы? Вам же даже пособия повысили. Я тебя прошу. Те льготы только на словах и существуют, а пособия, сам знаешь, тут на лекарства тети Галя. Мне и так повезло, что нашелся человек, который смог меня приютить. Ну, чувак, я тебе предлагал варик с нормальной работой. Нет, мы это с тобой уже обсуждали и не раз. Так и что в этом такого? Я уже выполнял для него пару заданий. Я уверен, ему можно доверять. Опять ты за свою. Чувак, там ничего подозрительного. Мы просто забираем посылку и отдаем ее посреднику. Все. Петро. Слушай, чувак, я тебя умолять не буду. Я просто тебе скажу, что за одну доставку ты получаешь 5 баксов. Но ведь это правда лучший вариант на данный момент. Особенно для тебя. Ты сможешь за лето заработать на обучение, сможешь позаботиться о своей тете и никого не разочаровать. Лука, братья там только ради тебя. И ты это знаешь. Они точно хотят, чтобы у тебя было достойное будущее. Но они точно не хотят, чтобы я нарушал закон. Но ведь это вынужденная и временная мера. Цель же оправдывает средства, так? Не знаю. Сделай это ради них, заработай себе на обучение и позаботься о тете Гале.
Пару минут назад ты мне доказывал, что самое безрассудное, что я могу сделать, это пойти в армию. А теперь в открытую предлагаешь нарушать закон. Лука, да будь у тебя все гладко, я бы тебе в жизни не предложил такую работу. Но поскольку у тебя такая сложная ситуация, я просто не знаю, что тебе еще может помочь. Черт. Либо тетя дальше мучается от головной боли, и ты идешь умирать на фронт, либо же ты покупаешь ей лекарства и поступаешь в универ. Ты просто открыто мной манипулируешь. Ну, чувак, как знаешь. Как ты там говоришь, его зовут? Saturday night I was downtown working for the FBI, sitting in a nest of Batman. Его зовут Антон. Но парень настолько в детстве вдохновился фильмами про гангстеров, что представляется всем как Тони. Петя! Я ждал тебя. Yeah, you got satin shoes. А что это за глистяра с тобой, а? Это мой Кент Лука, я тебе за него рассказывал. Лука? Я Тони. Но думаю, ты обо мне слышал. До этого я особо понятия не имел, кто это. Лука, будем знакомы. Он стоял и просто пялился на мой нос. Первое правило бойцовского клуба. Не упоминать о бойцовском клубе. Чё? Я спрашиваю, первое правило бойцовского клуба. К чему это? Да у него юшка из носа течет, а? Что с тобой не так, бедолага? Да у него просто сосуды слабые, Тони. Откуда будешь, Лука? Что-то я тебя здесь раньше не видел. Я с Востока. С Востока? Так это таких, как ты, вывозят с этого гадюшника еще и за наши налоги, да? Он назвал наш дом гадюшником. Мне захотелось тогда сразу же развернуться и уйти. Вообще-то это мой дом. Можно повежливее, пожалуйста? А ты забавный, Лука. Ладно, если ты здесь, полагаю, хочешь подзаработать, да? Если безопасно, то да. Тони, он имеет в виду, если эта работа не особо в глаза бросается. Конечно, обычные курьерские доставки. То есть мы просто будем разносить разные посылки, правильно? Если говорить кратко, то да. У меня есть товар, есть деньги, я буду давать товар вам, а вы будете доставлять. Это и называется курьерская доставка. Или у вас на Востоке таких нету? Что мы будем доставлять? Слушай, насчет этого есть два правила. Первое, ты никогда не спрашиваешь, что ты доставляешь, ведь тебя это абсолютно не интересует. И второе, ты никогда не смотришь, что ты доставляешь. Понял? Он 100% думает, что выглядит со стороны минимум как Тони Монтана. Доставляй все вовремя, и 5 баксов за доставку твои. Ладно, понял. Но нужно все-таки все обдумать. Чего? Говорю же, мне нужно все обдумать. Эй, какого хрена, а? Ты пришел тратить мое время, а? Я как-то ничего вдуплить не могу. Ты хочешь работать или нет? Кого ты мне привел? Вы, возможно, скажете, что я полный идиот. Послушай, решай сейчас, да или нет? А возможно, даже и разочаруетесь во мне. Но у меня нет выбора. Это единственная работа, где я могу получать легкие и хорошие деньги. Да и вроде все должно быть без рисков. Ладно, я в деле. Отлично, так сразу нужно было.
Поработаешь неделю с Петром, а потом пойдешь в собственное плавание, понял? С любовью, Лука. Так, чтобы ты понимал, залетаю я и Андрюха в эту регалу. Они все резко подрываются со стульев. И я такой, ты, на выход. А дальше что? Ну а дальше мы им доступно рассказали, что не стоит издеваться над нашим младшим братом. Ну а если серьезно? Да ничего, мы просто с ними поговорили, все. Да, вы поговорить, наверное, как обычно. Вы тоже это слышали? Что это было? Я не знаю. Это были выстрелы? Да не, вряд ли. Что это? Хотя что это тогда? Не знаю. Неужели война началась? Что там происходит? Твою... Это дым. Чего? В стороне нашего дома дым. Вы же не думаете? Мама. Лука, ты меня слышишь? Лука, чувак. Мама. Чувак. Лука, эй. Ты чего? Задумался просто. Чувак, просто следи за всем, будь внимательным. Все. Никаких проблем не будет. Ты сегодня вообще какой-то сам не свой. Забей. Нервничаешь? Здесь немного. Ну и зря, чувак. Ты сейчас увидишь, как все просто, и все будет хорошо. То есть мы просто передаем посылку и все, правильно? Да, вот эту посылку. А если придет кто-то из правоохранительных органов? Боже, чувак, тебе будто 5 лет. Не гони, пожалуйста. Ты что, не знаешь, что у каждого незаконного бизнеса есть своя крыша в виде ментов или мусоров? Мы с тобой вообще никому из них не упали. Тем более за нами стоит серьезный человек. Очень серьезно, да. Где шляется этот тип? Без понятия. Боже, чувак, ты можешь перестать дергать ногой? Я тебя сейчас всеку. Боже, как жарко, я не могу просто.
Смотри, а вот этому не жарко. Caballero, ay, acá entra Guatu. Дай бог этому придурку посылку отдавать. Y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatusi, el hombre más guapo de la banda. Пацаны, у вас то, что мне надо? Чё? Моя посылка, она у вас? Ты ёб? Мужик, у меня нет времени, просто дай, я сваливаю. Эй! Просто дай посылку, чё ты молчишь? Ничего больше сказать не хочешь, имбецил? Отличная погода сегодня, надеюсь, снег не выпадет. Давай теряйся отсюда, голова. Идиот, боже. Что это было? Это, чувак, самая неприятная часть нашей работы, разговор с этими укурышами. Почему тогда нельзя просто оставлять посылки, не знаю, в кустах, в неприметных местах, где ни с кем бы не пришлось контактировать? Как сказал Тони, это потому Антон? что... Да какая разница вообще, как его зовут? Сам посуди. Сейчас намного палевней сидеть в кустах и ковыряться в них. Сам подумай, вот реально. Кто будет отдавать наркотики днем еще и в людном месте? Реверсивная психология, чувак. Придурок. Чё? Слышал бы, как ты это сказал. Реверсивная психология, чувак. Да, чувак, я просто отношусь к этому серьезно, чего и тебе советую. Реверсивная психология. Получается, за это ты получил $5, правильно? Дорогие братья, эта неделя прошла в бешеном темпе. Я, наверное, столько за всю жизнь не ходил. Где мы только ни были за последние дни, и кого мы только не встречали. Видели бы вы этих фриков. Были и местные наркоманы, жалкое зрелище. И местные школьники, которые, наверное, хотели почувствовать себя взрослыми. И ведущие новостей, кто бы мог подумать. И вполне нормально выглядящие девушки. И даже состоятельные мужчины. Чего им не хватало в этой жизни, я никак понять не мог. Просто удивительно. Адвокат, выигравший дело для очередного чиновника. И обыкновенный попрошайка даже не догадывается, как много их объединяет. А объединяет их Тони. Самый лучший, вариант из 7 миллиардов людей на этой земле. И это только людей. Как такой оболтус района смог завладеть такой репутацией? Как? Как он смог наладить поставки и настолько хорошо зарекомендовать себя? У меня не укладывается это в голове. Но это уже не мое дело. Все эти дни я учился у Петра, и ко всему еще и получал неплохие деньги. Да-да, он отдавал мне часть своей платы, так что за мной должок. После этих выходных я уже начинаю работать сам. И буду получать намного больше. Все-таки я чувствую, что смогу раздобыть деньги на учебу и на помощь тете Гале. Берегите себя. Передавайте привет маме. Скоро увидимся. С любовью, Лука. Как же у меня болит спина. Короче, я пошел воду кипятить, у нас воды нету. Хорошо, я тогда смотрю этот дом. Вдруг что найду. Давай я с тобой. Не-не-не, я туда и обратно. Сейчас буду.
Далеко нам еще до лагеря Нацгвардии? Часа 3 пешком. Зачем они это делают? Сепаратисты? Да. Неужели они не понимают, что война приносит всем только страдания? Что им, что нам. Послушай, брат, так было всегда. Всегда были люди, которые не могут жить без насилия. Просто ты этого не замечал, пока это напрямую не коснулось тебя. Слышишь меня? Круговорот насилия всегда был и будет. Понимаешь меня? Стоять, суки! Нет! Лежать! Не успеешь! Не успеешь! Не успеешь! На запад собрался! На запад собрался, блядь! Сука! Ну что, совсем справился? Все доставил? Да, только придурок один попался. А так все максимально гладко прошло. Молодец. Так сколько я тебе там должен? Ну, сегодня я доставил 10 посылок. Точно. Значит, ты заработал $50. Держи, ты заслужил. Знаешь, почему ты на меня работаешь, Лука? Потому что Петро меня порекомендовал. Что? Петро? Я тебя умоляю. Это последний человек, которого нужно слушать в этом мире. Нет, Лука, ты работаешь на меня по одной простой причине. Ты мне нравишься. Понимаешь, о чем я? Ты хоть с виду такой весь маленький, и как будто тебя никогда в жизни не кормили, но в тебе есть стержень. Ты можешь дать отпор, ты можешь сказать нет, если нужно. Не то, что твой тупой этот друг Петро постоянно засовывает язык в жопу и ни хера не может сказать. Так думаешь?
Держи. До завтра. Ты же понимаешь, что я не смогу держать 2 работников? Так что готовься заменить своего дружка. Что ты имеешь в виду? Да расслабься. Я пошутил. Это же шутки, друг. Иди погуляй. Первую зарплату нужно отметить. И пожри наконец-то что-то. На тебя смотреть больно. Ну, давай за тебя. Слушай, насчет Антона, ну, Тони. Меня не покидает ощущение, что тут что-то не так. Почему же? Ну сам посуди. 20-летний парень сам смог построить такую систему с поставками. Да еще такой оболтус, как он, который просто пересмотрел фильмы про гангстеров. И что? Да и то, что деньги нам дает он, а не заказчики. А значит, перед тем, как получить заказ, деньги дают ему. А чтобы так поступать, надо иметь неплохую такую репутацию. А я вот, знаешь, что-то сомневаюсь, что он к своим 20 смог ее получить. Да и потом, вспомни разброс наших клиентов. Начиная от наркоманов из трущоб, заканчивая вполне состоятельными людьми. Что дядьки на дорогих тачках могли забыть у него? Да ну и что там что-то не так? Чувак, пока он платит мне деньги, мне вообще все равно, что, как и чем он добился. Понимаешь? А еще знаешь, что он мне сегодня сказал? Что? Что-то типа: готовься заменить Петра, потому что ему на этой работе недолго осталось. Боже, Лука, он же просто шутит над тобой. Ты же знаешь, как ему хочется казаться великим гангстером. Ты бы слышал, как он это сказал. Все, хватит. Давай не об этом. Закрыли тему. Как скажешь. Как тут красиво. Чего ты меня раньше сюда не приводил? Нравится? Да. Мы с братьями раньше ходили в такие места. Отдохнуть, поговорить, порыбачить. Нам даже не надо было думать о проблемах, которых у нас еще не было. А потом война. Да, война. Слушай, чувак, давно хотел тебя спросить. Ладно, братья, они не могут перебраться сюда, потому что они стоят на фронте, так? Это я понимаю, вообще, вопросов нет. Но почему твоя мама до сих пор там? Почему она не может перебраться сюда? Там же опасно. Потому что они мертвы.
Нет. Что-то ты поздно. Прости. Нет. Сергей! Серега! Сегодня ровно год, как он умер. Чувак, прости, я не знал. Ничего. Просто ты всегда так говорил о них, как будто они живы, отправлял им письма. Мне правда жаль. И самое ужасное, что именно из-за меня умер мой брат. В тот день. Ровно год назад. Лука, ну... Я правда не знаю, что сказать. Я не умею поддерживать людей. Забей, не парься. А что насчет второго брата? Я не хочу об этом сегодня. Да. Прости. Зря я так. Петя, не парься. Просто, понимаешь, я никогда особого значения не придавал этому. Никогда особо не думал, что люди там теряли. Да и теряют близких. Мне правда очень жаль. Каждый день я живу в страхе, что война снова настигнет меня. Я правда устал от этого. Чувак, все рано или поздно наладится, вот увидишь. Послушай, я понимаю твою боль, но тебе стоит начать двигаться дальше. Твоя семья бы не хотела, чтобы ты сидел и убивался тут из-за них. Я понимаю, мне легко это говорить, но пора отпустить их. Я не готов. Их нужно отпустить, чувак, поверь, тебе станет легче. Петя, береги семью. Береги ее. Черт, где же он? Алло, Тоня? Да. Да, никого нет. Да, я второй час уже жду. Хорошо, понял, несу обратно. Пора отпустить их.
Какого хрена? Твою мать. Тоня меня убьет. Черт. Бери трубку. Петя, бери трубку. Так, достаю посылку, перекладываю в другую коробку. Твою мать, бери трубку. Да. Слушай, я выхожу из этой игры, ты понял? Лука, послушай. Нет, нет, сейчас говорю я. Ты слушаешь и отвечаешь на каждый мой вопрос. Ты знал? Ты, черт подери, знал, что мы доставляем оружие? Да успокойся ты. Успокоиться? Да, сейчас успокоюсь, прямо сейчас. У нас очень серьезные проблемы. Какие еще проблемы? Давай не по телефону, встретимся у меня под домом. Серьезно, чувак? Оружие? А то, что мы наркоту толкали, тебя вообще не смущает? Наркота не забирает ничью жизнь. Я бы так не сказал, от слова совсем. Наркота забирает жизнь тех людей, которые пошли на этот шаг сознательно. А оружие, представь себе, забирает жизнь людей против их воли. Это не одно и то же самое. С такого оружия вывали людей в моем городе. Тем не менее, чувак, у нас проблемы посерьезнее этого. Чихать я хотел на эти проблемы. Ты не слышал? Я выхожу. Нас могут убить, а точнее меня. Я просто шел отдавать посылку, ничего необычного. Только смотрю, стоят 3 типа и палят на меня. Пацаны! Чё ты меня, пацаны, да отпустите! Да хватит уже в натуре! Да все, не смешно уже, хватит, все, убирай. Ты кто такой? Да я просто проходил, не... Ты что тут делаешь? Да я просто посыльный, посылку доставлял. Ты знаешь, что мы такие? Да нет, не знаю. Все, хватит, да я не знаю даже, кто вы, блядь. Мы те, на кого работает Антон. Ты, гандон! Твою мать. Теперь ты понял? Да, мы в полной жопе. Ты был прав, этот идиот ничего сам не добился, мы просто выполняли его работу. Прикинь, он все это время работал на местной ОПГ курьером. Боже. Какой идиот. Наш главный дружит Тони должен был доставлять их посылки, но возомнив из себя великого гангстера, он нанял людей, то есть нас, и давал нам те посылки и часть платы, которую получал он сам. Вы думали, сможете моего батю за нос водить? А, придурок? Вы думали, сможете меня наебать? Меня наебать? Конечно же они заподозрили, что тут что-то не так. Ведь даже, мать его, Тони, как он бы хорошо о себе не думал, не мог быть в 2 местах одновременно. Что они тебе сказали? Ладно, дружок. Вы захотели поиграть? Возомнили из себя гангстеров, криминальных авторитетов. Ну что ж, тогда придется играть до конца. Вы о чем?
Больше всего мой батя не может терпеть, когда его пытается обвести такая шпана, как ты и Антон. Так вот, к чему я клоню? Антон уже не жилец. А что такое? Наложил, да? Ну вы же хотели поиграть. Так вот, Антон уже ходячий труп. А вот ты еще под вопросом. Если хочешь жить, сделаешь все так, как мы тебе говорим. Понял? Они приказали убить его. Нет, Петя, нет. У нас нет другого выбора. Мы все про тебя знаем. Где ты живешь, где твои родные живут. Если ты хочешь, чтобы все было хорошо, ты будешь делать так, как я тебе сказал. Понял? Петя, ты же понимаешь, что это все, этого нельзя допустить. Я сделаю это с тобой, либо без. Нужно идти в полицию. Ах да, утырок! Пойдешь к мусорам! Прощайся со всем, что тебе дорого! Какой же ты придурок, Лука. Я нет, все, нет, слышишь, нет. Дальше ты сам. Сначала оружие, теперь это нет, все. Я выхожу. Вот на этом мы порешали. Да. Прости. Мы ведь уже обсудили это. Андрей! Черт тебя подери! Не ори, пожалуйста, не ори. Я ничего не мог сделать. Слышишь? Ничего. Лука, твою... Тебя никто не винит, я тебя прошу, давай не сейчас. Не сейчас, только не сейчас. Я во всем виноват. Тебя никто не винит, слышишь? Тебя никто не винит. Ты меня слышишь? Никто. Мы ничего не могли сделать. Нет, я виноват. Я не осмотрелся, я вовремя не среагировал. Это я виноват. Посмотри на меня! Посмотри! Посмотри! Да. Это все ты. Ты виноват. Простите. Простите. Скажи, что ли? Ты думал, сможешь меня на жопу посадить, а? Зарезать меня хотел? Серьезно? Нет. Нет, не в этот раз.
Не было выбора, серьезно? Ты человека убил. Петя, ты убил человека. А чего ты молчишь, Петя? Почему молчишь? Обычно тебе есть что сказать. Почему сейчас ты молчишь? Смотри, сегодня они потеряли очень важного для них человека. И ты даже не можешь представить, что они будут чувствовать. Закрой рот. Думаешь, ты лучше Антона? Думаешь, ты лучше тех сраных бандосов? Думаешь, ты лучше тех гребаных тварей, что убили моих братьев? Нет. Ты точно такой же, Петя. Ты точно такой же. Заткнись. Просто скажи мне, Петр, что ты этим решил? Что ты этим решил, а? А я могу тебе сказать, что ты этим решил. Ровно через месяц за тобой придет точно такой же полудурок, как ты, с ножом. Заткнись! За таких, как ты, этот цикл насилия никогда не прервется. У меня не было другого выбора. Не было выбора. Просто не было выбора. Это... Все. Я иду в полицию. Не вздумай. Нет, Петя, я пойду в полицию. И если понадобится, об этом узнают все СМИ. Каждая шавка с этого района узнает об этом. Пусти! Ты тоже не лучше их. Нет. Что же я делаю? Это все ты. Ты виноват. Ты это хотел услышать, да? А теперь слушай меня внимательно. Подскажи, зачем все это? Серега умер не по твоей вине, ты слышишь? Я рад! Я рад! Я рад, что ты не взял на себя такую тяжелую ношу! Что ты не убил этого ублюдка, слышишь? Зачем ты его убил? Серега не хотел бы видеть тебя убийцей! Мы могли найти выход из этой ситуации. Мама не хотела бы видеть тебя убийцей! Теперь он мертв. Я бы не хотел видеть тебя убийцей! Он был жив, а теперь раз и мертв. Как же мне их не хватает.
Мне тоже. Мне тоже. Если бы ты знал, что такое утрата родного человека. Опа! Если бы ты знал, что такое утрата. Стоять! Каково это терять родных? Ты бы никогда так не поступил. Ты думаешь, мне понравилось? Ты думаешь, я получал удовольствие? Да я никогда себе больше не смогу этого простить. Я жалею о том дне, когда согласился с тобой на эту работу. Прощай, Петя.
Я вернусь. Да, ну вы даете, я в шоке просто. Сейчас домой придем, ухи наварим. Ой, да, только что-то у нас пока не особо-то и клюет, я вам так скажу. Это не важно. Вы же понимаете, что это наше последнее беззаботное лето? Почему же? Я с Андреем уеду в другой город, поступать будем там. Да, беззаботное время подходит к концу. А там, гляди, через годик и я к вам подтянусь. А знаете, а давайте вот правда возьмем и просто на все плюнем и в конце лета отправимся в путешествие. Я всегда мечтал отправиться куда-то, поехать на машине, колесить по нашей стране. Разве вы этого не хотели? О, так я только за. Да, только это надо обсудить с мамой. Она точно даст добро, а возможно даже и с нами поедет. Я в этом уверен на 100%. Просто представьте, сколько всего прекрасного в нашем мире. И мы даже половину, даже маленькую часть этого не видели. Это ведь просто, я не знаю, невообразимо. Я вижу, ты романтик. Да иди ты. Не хочется мне никуда идти. Посидим еще немного. Да. Посидим. When I go, don't cry for me. In my father's arms I'll be. Дорогие братья, это скорее всего мое последнее письмо вам. Простите меня, такого придурка. Простите за то, что я не оправдал ваши ожидания. За то, что я ввязался туда, куда мне не следовало. Вы отдали свою жизнь за меня, а я... Простите. Сейчас же я отправляюсь в далекий путь. Помните? Прямо как мы хотели. Я еду в путешествие. Не по миру, конечно. Но всему свое время. Просто я устал от этой вечной боли. Я правда устал. Я хочу снова научиться жить. Жить и радоваться. А для этого нужно что-то менять. И поэтому я отпускаю вас. Пора прощаться. Но я вам даю обещание, что мы точно еще увидимся. Рано или поздно все наладится. Я смогу вернуться домой.
смогу навестить вас и маму. Смогу рассказать про то, что я видел, пока колесил, про свои приключения, про новые знакомства и новых людей, которых я встречу. Мы будем сидеть как раньше и болтать часами напролет. А до того времени просто ждите меня. С любовью, сын и младший брат Лука. All my tears be washed away. All my tears be washed away. Остается